Ты против меня! Оказывается, я соскучился по мифам, простеньким, но пафосным историям и по стратегиям. Сам не ожидал, что меня, Александра Виллисова, занесет в обзор РТС после всяких шутеров и акшончиков от третьего лица. И что главное, капец как затянет в игру. Сегодня речь пойдет об Age of Mythology Retold. И это не просто перенос 2024 игры 22-летней давности, а действительно пересказ на новый лад, который тасует старые фишки, предлагает новые идеи и в целом облегчает вкатывание в жанр людям, которые на РТС-ке обычно смотрят со стороны. Но обо всем по порядку. Запрыгивайте в транспортный корабль Stop Game.ru, мы отправляемся в обзорное путешествие обновленной эпохи мифологий. Начнем с того, а что вообще такое Age of Mythology? В 2002 году студия Ensemble Studios, автор эпохи империй, решила отойти от серьезного исторического подхода, упоролась, угорела и вывалила на свет РТС-ку, в которой смешала в одну кучу греков, египтян, скандинавов, мифических существ и богов, а через год в DLC еще атлантов с титанами добавила. Игра народу полюбилась и в 2014 году уже получала HD-переиздание со стандартным набором улучшений ремастера. Поддержка широкоформатных мониторов, чуть подкрученный внешний вид, красивая водичка, тени и прочие мелкие патчи. Но при этом core геймплей тогда остался практически неизменным. Я перед обзором Retold потыкался и должен отметить, даже просто HD-версия Age of Mythology вполне себе кайфово играется. Выглядит неплохо и в игре вполне можно разобраться. А вот новая версия дает в целом тот же опыт, но при этом куда бережнее относится к новичкам. Наваливает кучу удобных мелких фич, ну и в первую очередь, конечно, выглядит намного краше. Сами посмотрите, как выглядела Age of Mythology раньше и насколько эпичнее смотрится сейчас. Прежде чем закапываться в геймплейные улучшения, давайте бегло расскажу, как эпоха мифов в принципе играется. Вдруг вы за 20 лет на игру не натыкались? А зря, ведь штука очень веселая и залипательная. Базовая база игрового процесса вам будет знакома, если вы хотя бы раз в своей жизни натыкались на Age of Empires. В целом, конечно, на любую классическую РТС, но уши эпохи империи тут торчат сильнее всех. Сердце нашей базы — это городское поселение. В нем и улучшения прокачиваются, и крестьяне вылупляются, которые собирают ресурсы, строят стены с башнями, возводят арсеналы с пашнями и создают военные постройки для тренировки армии. А еще через поселение пантеон переходит в новые эпохи. Сам переход тоже оформлен в классическом духе Age of Empires. Строите конкретное здание, а затем за ресурсы апгрейдитесь из архаической эпохи в классическую, затем в героическую и мифическую. Теперь есть еще пятая эпоха чудесная, но о ней чуть позже. Переход в новую эпоху не только открывает новые здания и юниты, но и позволяет получать разные божественные бонусы. Боги вообще тут играют чуть ли не ключевую роль. На старте вы можете выбрать основного повелителя. У греков, египтян и атлантов их по 3, а скандинавам в Retold выдали 4-го ключевого бога. У каждого есть своя специализация и разные бонусы. Например, Зевс благоволит пехоте и героям и позволяет юнитам шустрее разносить постройки и увеличивает приток благодати, важный для игры ресурс. Закончу с богами и расскажу о нем. Исида шарит за технологии и сокращает стоимость улучшений. А Тор, например, уменьшает количество золота для создания гномов, улучшает у них скорость сбора ресурсов и позволяет строить арсенал здания второй эпохи прямо со старта катки. Второстепенные башки тоже важны и помогают эффективно адаптироваться под игровые ситуации. У каждого пантеона их по 3-4 штуки. И каждую эпоху надо выбирать из двух, кому поклоняться. То есть, например, у Аида и Посейдона в классической эпохе будет одинаковый Арес, но на стороне бога царства мертвых будет Афина, специализирующаяся на пехоте, а у повелителя морей можно выбрать Гермеса, прокачивающего конницу. Поэтому всегда в матче можно оценить ситуацию и выбрать башка не сердцем, а умом. Хотите задоминировать в катке сбором ресурсов, играя за египтян под присмотром Исиды? Уверуйте в Баст, которая забафает крестьян и еще позволит создавать сфинксов. Вашу скандинавскую базу под крылом Одина кошмарят противники? Берите Хеймдаля, который в числе прочего увеличит прочность стены башен и сделает их дешевле в производстве. Ну а если вашим атлантам под покровительством Урана надо повысить шанс успешного штурма базы врага, Гелиос укрепит осадные орудия. И так далее. Кроме того, боги даруют вам ульту.
В итоге у нас появляется 4 способности, которые могут мощно повлиять на ход матча. Одни просто помогают быстрее добывать ресурсы, призывая, например, животных или ускоряя добычу золота. Другие позволяют подгадить врагам. Можно на время раскрыть туман войны на карте, наслать на противника чуму, замедляющую обучение юнитов, саранчу, уничтожающую пашни, или просто насрать врагу кучкой зомби или пауков. Одни башки могут исцелить или усилить юниты, другие укрепить поселение или подкинуть на него защитников. Можно устроить лесной пожар, оживить лес, превратить врагов в свиней, дракона призвать в конце концов. Ну а башки 4-й эпохи позволяют разгуляться максимально и устроить, например, тотальный дестрой бомбардировкой метеоритами, землетрясением или торнадо. В общем, куча тактического простора и просто веселье. Причем в Retold веселья стало больше. В старых версиях Age of Mythology божественные способности были жестко ограничены. Использовать их можно было один раз за матч. Суровый геймдев нулевых посчитал это идеальным балансом. А в ремейке разработчики переделали механику, и теперь творить грязь можно сколько душе угодно. Первый раз бесплатно, а затем ульта уходит в перезарядку, и последующие ее применения будут стоить все большего и большего количества благодати. Баланс держится на стоимости способностей. Если на повторный призыв дождика, ускоряющего работу пашин, придется отвалить всего 30 единиц благодати, то вот на новое торнадо вы будете молиться немало. Ну и да, что это за благодать-то такая? Это один из ключевых ресурсов игры. У нас есть классическая еда, дерево и золото, тут все понятно. Подряжаем работяг собирать их из животных, полей, лесов и рудников. А вот с благодатью все хитрее. Каждый пантеон зарабатывает ее по-своему. Грекам всего лишь нужно возвести храм, еще одна ключевая постройка для игры, и молиться там. Египтяне же расставляют по карте монументы, которые генерируют благодать. Скандинавы отвоевывают ее в боях. Причем некоторые юниты, типа героя Херсира, зарабатывают ресурс быстрее. А у атлантов благодать генерируют юниты-оракулы. Нужна эта самая благодать в том числе на улучшения, которые даруют боги, и на призыв мифических существ и героев. Я же говорил, храм в Age of Mythology – крайне важная постройка. Конечно, можно сражаться просто корабликами и человеческими юнитами. Система камень-ножницы-бумага тут работает. Ну, когда пехота кошмарит кавалерию, кавалерия кошмарит лучников, а лучники пехоту. Но почему бы не добавить к ней ящерицу Спока? Мифические создания очень эффективны против юнитов людей и зачастую обладают уникальными обилками. Минотавры вот хорошо раскидывают толпу. Медузы могут превращать отдельных юнитов в камень, а валькирии в свободное от боев время подлечивают союзников. И как раз контрят всех этих мификов герои. Греки умеют создавать своих Гераклов, Одиссеев и Ахиллов через городские поселения и крепости. Египетские жрецы отпочковываются из центра города и храмов. Скандинавские герои тоже выползают из храмов или больших чертогов, а у атлантов героем может стать вообще любой юнит. Главное верить и иметь при себе немножко благодати. Помимо хорошего урона по мифическим существам, герои могут похвастаться возможностью таскать с поля боя артефакты в храм, чтобы получать разные приятные плюшки. От ускорения работы крестьян до бафов юнитов, от хила героев в бою и сокращений затрат ресурсов на улучшение. И когда под конец матча ты весь забафанный сталкиваешь армии с пехотой, лучниками, гидрами, фениксами и великанами, в мясо запрыгивают герои, на море корабли обстреливают кракенов, а сверху на поселение летит метеоритный дождь, ну это просто кайф. И скрасить его могут разве что титаны. Чтобы создать своего громадного, всемогущего и очень страшного монстра, придется, конечно, попотеть. В 4-й эпохе за кучу ресурсов необходимо изучить секреты титанов, построить его логово, а затем рабочими расковырять проход, чтобы высвободить свое чудище. Юнит крайне мощный и эффективный как против толп людишек, так и для зачистки вражеских построек. Правда, в старой версии игры давали побаловаться всего одним гигачудищем за матч. А значит что? Надо в Retold веселье переделывать. Следите за руками. После вступления в 4-ю мифическую эпоху, вместе с секретами титанов игроку открывается возможность построить особое здание – Чудо Света. На это уходит тьма ресурсов и куча человека-часов-работяг. Но как только чудо будет достроено, пантеон перейдет в новую для игры финальную чудесную эпоху, в которой снижается стоимость божественных способностей и разрешается бахнуть еще одни врата Титана. А после долгого кулдауна и кучи благодати еще одни и еще. А значит, эпика в финальной зарубе может быть куда больше. Ну а теперь, когда мы выяснили, как в целом работает Age of Mythology и некоторые аспекты ремейка в частности, остается главный вопрос. А как во все это вливаться? Голова ведь от информации уже пухнет.
А тут на помощь приходит отличная сюжетная кампания, залипнуть в которую можно на добрые пару десятков часов. На данный момент в игре доступны 3 сюжетки прямиком из оригинала и 1 бонусная миссия со своей мини-историей за скандинавов. Основная кампания «Падение Трезубца», самая длинная на 30 с лишним глав, расскажет о приключениях грека Аркантоса, который выясняет, почему Посейдон обиделся на его народ. В ходе приключений Аркантос встретится с циклопом Гаргаренсисом, который коварно планирует свои коварные дела, поучаствует в осаде Трои с тем самым конем, попадет в преисподнюю, затусит с египтянами в пустынях и со скандинавами в снегах, и даже порешает кабанчикам несколько вопросиков. Буквально. В одной главе придется героями-вепрями спасать превращенных в свиней солдат и наказывать злодеев за колдунство. Короче, размах и масштаб приключений Аркантоса Кратос точно одобряет. При этом в сюжетке еще и куча катсцен на движке есть, которые отлично скрашивают путешествия, хоть и с олдовыми неказистыми анимациями героев. Зато эпик в них отлично передали. А сами миссии разрабы постарались сделать так, чтобы игроку вообще не было скучно. То стелс втрое завезут, то в Тартаре придется пробиваться через вражин с ограниченным количеством юнитов, то у противника повозку с частью туши Осириса отбить надо, на стелс-кораблях мимо пиратов плавать, поустраивать морские замесы и просто повеселиться в сонных трипах с огромной армией и божьей помощью. Причем сюжетка выстроена так, чтобы постепенно вводить игрока в новые механики, закреплять старые и совершенствоваться. Такой завернутый в интересную историю очень продолжительный тутор, как собственно и было принято в старых стратегиях. Кампания буквально начинается с обучения базовым навыкам, и как юнитами управлять объяснят, и как поселения строить, где и как собирать ресурсы покажут, божественным способностям обучат, мифическими чудовищами порулить дадут, и даже новую фичу продемонстрируют. Для совсем уж новичков в игру добавили функцию автоматического приоритета поселенца. Выбирайте пресет под разные эпохи или игровые ситуации, вроде активной войны или обороны, и болванчики будут сами распределяться по необходимым ресурсам и даже могут строить фермы. Функцию разрешается подрубить и в мультиплеерных матчах. А работает распределение неплохо, но как будто лично руководить процессом всегда интереснее. Еще в сюжетке обучат, куда смотреть в обновленном интерфейсе. В классике он был, нормальный для своего времени. Однако в ремейке я от обновленных иконок прям кайфанул. Все элементы красиво отрисованы, в кашу не сливаются. Количество занятых крестьян, запасы ресурсов перед глазами. Инфа созданий построек или новых юнитов шустро высвечивается. А главное, везде подписаны горячие клавиши. И со временем прям хочется киберспортиться и активно прожимать их вместо обычных кликов мышой. Ну и бонусом основная сюжетка позволяет в спокойном темпе прочувствовать разницу пантеонов. Ведь если греки — это базовая база, с отдельными зданиями для пехоты, лучников и коней, с лесопилками и амбарами для сбора ресурсов и добычи благодати через молитвы, то у других пантеонов есть свои приколы. У египтян, например, самым важным юнитом является фараон. Дядька у вас такой один, его надо беречь, зато сволочь полезный. Молитвами и строительство ускорит, и подбодрит работяг быстрее ресурсы добывать, и монументы забафать может. А вместе с монументами у вас и благодать шустрее фармиться будет. Плюс у египтян почти все постройки или бесплатные, или чисто за золото. Поэтому придется активнее заботиться о том, чтобы блестящего ресурса у вас всегда было в достатке. Но скандинавы являются жесткими кочевниками, которые собирают ресурсы не в постройке, а в повозке с валами. Плюс за строительство и ремонт у них отвечают боевые юниты. Ну и благодать придется собирать в боях. И со всем этим вы постепенно разберетесь во время приключений Аркантоса. В кампании «Золотой дар» можно будет еще немножко потусить со скандинавскими героями, принимавшими участие в основном замесе. А новая Атлантида обучит вас премудростям управления атлантами в небольшом приключении спустя десяток лет после падения Трезубца. Еще в Retold добавили раздел «Мифические сражения», коротенькие сюжеты на одну миссию. Правда, пока он одной и ограничивается. Зато в мини-истории дают распробовать нового скандинавского бога Фрейра, который наконец-то позволяет скандинавам нормально поиграть от обороны. Тут тебе и новый божок Уль, который позволяет скастовать бастион и вводит в игру мифических драугов-лучников, и Эгир, открывающий доступ к каменным великанам, пожирающим постройки, и Видар с ультой не хуже метеоритного дождя или торнадо, призыв волка Фенрира, который проносится по полю огненной волной и затем смачно бабахает. Надеюсь, в мифических сражениях будут со временем появляться новые мини-истории, и не обязательно такие туторные. Но по данному пункту пока четкой информации нет. Разрабы уже поделились некоторыми планами пострелизной поддержки, но о них поговорим ближе к концу ролика. Ну а когда вы познаете все премудрости игры и закончите ковыряться в сюжетных историях, продолжить зависать в игре помогут битвы против ботов и мультиплеер. Режимы замесов в Retold по сути перетекли прямиком из оригинала, только теперь их разделили на тип игры и условия победы.
И вот с первым все понятно. Можно запустить обычный матч, устроить бойню с повышенным запасом ресурсов на старте или молнию. И тогда сбор ресурсов, стройки и создание юнитов будут проходить на повышенных скоростях. Даже заготовленные сценарии подрубать разрешено. А вот с условиями победы в ремейке случилась немножко какая-то шизофазия. Смотрите, всего условий 5. И первые 2 это обычное и завоевание. В обычном победа присуждается за уничтожение всех отрядов и построек врага, а в завоевании нужно одолеть всех противников. И где тут разница? Причем в оригинале-то все работало понятно. В завоевании нужно было полностью аннигилировать противника до последнего юнита, а дефолтным было превосходство, где можно было построить чудо света, которое запускало 10-минутный таймер. Сохранил постройку, изи катка. Но в ремейке чудо света открывает 5-ю эпоху. И хотя я все еще считаю это нововведение интересным, непонятно, нахрена нам 2 одинаковых скирмиша по сути? Не знаю, черканите в комментах, может я что-то провафлил и недопонял. Но зато с остальными условиями победы все ясно. В Царе горы нужно удерживать контроль над погребом изобилия, в Цареубийстве защищать правителя империи, а во внезапной смерти засчитают проигрыш, если потеряешь стартовое городское поселение. И как по мне, с ботами в этих матчах можно попотеть не хуже, чем с живыми противниками. Наверняка бати РТС жанра с этим не согласятся. Но, во-первых, нормисов даже на повышенной сложности искусственный интеллект любит регулярно кошмарить набегами на развивающееся поселение, особенно в сюжетке. А во-вторых, я заценил мнение самых экспертных экспертов, комментаторов в Steam. Говорят, что на Титане в сюжетке челлендж прям хороший. Что ж говорить о мультиплеерных легендарных яишках. Я с ними сражаться пока боюсь. Что касается баталий с живыми игроками, то у нас есть 3 варианта. Первый — это быстрая игра. Матч можно запустить как в дуэльном формате, так и командных дуэтах и тройках. Правда, команд всего 2. А из режимов на выбор обычный, бойня или молния. Для любителей мериться циферками крутости в списках лидеров есть рейтинговый режим. Тут тоже разрешено меситься вплоть до троек, но вот молнию из режимов убрали. И там катки находятся примерно за минуту-другую, плюс заранее можно пригласить друганов. А для прям совсем веселья есть 3-й варик. Хостите катку сами или залетайте в доступные через список игр. Там уже из настроек можно состряпать полный фарш. Набить лобби аж 12 игроками. Включить функцию приоритета крестьян, настроить скорость игры, условия победы и размер карты. Для максимальной толпы любезно предусмотрен огромный. Причем в уже запущенные катки даже разрешено залетать зрителям, куда ж без киберспорта. Если кого-то волнует, спектатор работает окейно. Важную информацию постарались разместить компактно, можно открывать туман войны, кликать по любым юнитам, разве что детальную информацию о чувачках смотреть геморно. Приходится выбирать нужного игрока, чтобы раскрыть все детали юнита. Представьте, какой это ужас, если в катке 12 участников. Ну а если мультиплеера вам мало, то заключительная для обзора клевая фишка ремейка — поддержка модов. Прямо с релиза в игре есть отдельное удобное меню, где можно накатить разные приколюхи от других игроков. Кто-то уже запилил модификацию с теми самыми голосами из оригинала. Одни возвращают старые портреты богов и юнитов, другие позволяют убрать лимит на болванчиков, а третьи наваливают кастомный интерфейс. Хотите, ставьте мод на постройку декора, а можете и вовсе загружать пользовательские сюжетные кампании. Чуть не забыл, вы и сами можете сделать с игрой что угодно благодаря встроенному редактору. Я не спец в программировании, но инструментарий вроде богатый. Можно настраивать ландшафт, спавнить юнитов, устанавливать триггеры для постановок сцен и так далее. Ну и что по итогу можно сказать об Age of Mythology Retold? Да, на самом деле отличный ремейк получился. И больше 6000 очень положительных отзывов в Steam лишь тому подтверждение. Разработчики крайне бережно отнеслись к оригиналу, но при этом довольно качественно освежили его. Внешний вид, конечно, не как у Manor Lords, но для фэнтезийного сеттинга стиль получился крайне приятный. Эффекты и юниты выглядят клево, а если вы богатей с мощной видеокартой, даже RTX подрубить можете. При этом Retold себя отлично чувствует хоть на Steam Deck, хоть на Xbox Series S. В обновленном интерфейсе стало проще ориентироваться, хотя наверняка найдутся староверы, у которых все раньше было лучше и трава зеленее. Переработка божественных способностей и добавление 5-й эпохи здорово оживили игровой процесс. Позаботились и о самых юных стратегах, добавив им приоритет поселенцев. Искусственный интеллект сбалансировали адекватно, чтобы и чисто кайфануть можно было на средней сложности, и челленджи хапануть на высоких. Да, изредка юниты тупят и багуют, застревая где-нибудь в деревьях или забывая долбануть по челу прямо перед носом, но лично я с подобными проблемами сталкивался буквально пару раз. Ну а в геймплей внесли приятную щепотку изменений. Где-то мифических созданий бафнули, все виды корабликов разрешили строить уже со 2-й эпохи.
Скандинавам выдали нового дальнобойного героя, немного перетрясли, какой юнит что может крафтить, подшаманили с балансом, городские поселения можно ставить теперь в любом месте, но без бафа к размеру населения. Короче, старички наверняка найдут для себя немало микроизменений. А новые игроки просто получат изумительный ремейк изумительной классики, в который можно залипать часами в клевых сюжетных кампаниях, веселиться с друзьями или ботами, ковыряться в модах и редакторах карт, и ожидать новых контентных вкусностей. Разработчики уже пообещали не только внимательно прислушиваться к пожеланиям комьюнити, но и в первом пострелизном расширении добавить переделанный с нуля китайский пантеон, видимо им все-таки стыдно за то недоразумение в HD переиздании, и ввести арену богов, режим с кооперативными миссиями. В общем, не знаю как вы, а я с предвкушением буду ждать. Жаль, что я так поздно влился в эпоху мифологий, но, как говорится, What a time to be alive. ну а вы не бойтесь и смело вливайтесь в угарные древнегреческо-египетско-нордические атлантовые зарубы. И еще встретимся на полях Стоп Гейм. Извали.